Всех приветствую! Запишем актуальный обзор криптовалют, обновим наши разметки. Начнем, как всегда, с биткоина. Чтобы не затягивать, сразу же, если разметка идет так же, то задерживаться не будем. По прогнозу наверх мы также идем по прогнозу наверх. Зона актуальна, мы ее переставляем и ожидаем достижения как минимум отмеченной зоны. До хаев, до зоны все еще актуально. Так, дальше смотрим эфир. По эфиру здесь стоит признать, я его не торговал, как и говорил в нескольких видосах ранее, потому что ситуация была неоднозначная. Но, как мы видим, мы пробили исторические хаи и пошли выше. Что это означает? Пойдем ли мы еще выше? Вполне возможно и пойдем, но глядя на график, я по-прежнему его торговать не буду, потому что я вижу здесь дивергенцию на понижение, объемы также идут вниз. Давайте посмотрим на дневках. Здесь, если начнется коррекция, то, как мы знаем, чем дольше мы поднимаемся, тем выше мы поднимаемся, тем сильнее у нас будет коррекция. Мы уже прошили здесь все возможные уровни, но, как мы видим, объемы начали снижаться, индикатор начал снижаться. Я сюда не лезу, полно монет, которые можно торговать, поэтому прогноз мой по эфиру будет не столь оптимистичен. Я считаю, что мы... Давайте посмотрим на 4 часах, я отмечу. Думаю, мы дадим еще повыше и пойдем на хорошую такую коррекцию. Пора бы уже эфиру скорректироваться. Все предпосылки к этому есть. Что у нас по эфириуму? После того псевдопампа мы прошли уже ниже отмеченной зоны. Как я и говорил, мы будем здесь торговаться и непонятно, что произойдет. Но стоит отметить, с того прогноза кое-что изменилось. А изменилось то, что мы цепанули пик волны 1, что отменяет нашу разволновку. Единственное, что может спасти нашу разволновку на лонг, это формирование здесь треугольника. Просто наверх мы уже не пойдем. Мы здесь будем, вероятнее всего, формировать какой-то треугольник, чтобы окончание его было выше пика волны 1. Тогда это еще будет вписываться в разволновку. Так, дальше смотрим Dash. По Dash все по плану. Идем наверх. Что у нас по ADI? По ADI тоже долго останавливаться не буду. Здесь прогноз практически такой же, как и по эфириуму. Хаи, на которые стоит ориентироваться, мы все пробили. Здесь уже непонятно, куда он дойдет. По индикаторам намечается снижение. Индикатор вниз, объемы вниз. Мой прогноз: мы также в скором времени пойдем на хорошую коррекцию. Что у нас по рублю? По рублю все по плану. Мы идем выше. Трон здесь творит что-то необычное, его пампят. Единственное, что можно сказать, это отметить вот этот уровень. Он виден хорошо. Как только мы выходим за этот уровень, еще с 2019 года, нас тут же прибивают вниз. Здесь кто-то постоянно продает. Только выходим, сразу вниз. Выходим и вниз. Сколько раз уже так было? Сами видите. И мы снова возле этого уровня. Мы снова можем пойти наверх, но нас также прибьют вниз, пока этот большой продавец не уйдет с рынка. Мой прогноз также вниз. Так что у нас по лайткоину. По лайткоину тоже можно долго не задерживаться. Все актуально с прошлого видоса. Зона отмечена. Ждем ее достижения. Пока прогноз прежний. До этой зоны. Биткоин Кэш. Такая же история. До зоны. Так, дальше меня отдельно попросили Waves. Вот по Waves. Рисовал я здесь треугольник, но после пробития треугольника движение пошло. Здесь можно еще трендовую вот такую кидануть. Пробитие этого треугольника, объемов не появилось на часовиках. Имеем здесь дивергенцию. Хотя объемы, да, пробили. Объемы все-таки есть. Хотелось бы больше, но объемы есть. Что жду сейчас от Waves? Если переключиться на 4-часовой график, то видно, что мы еще раз должны как минимум достичь вот этой зоны до пика вот этого импульса. Пока прогноз оставлю таким. Дальше. Ну вот это, конечно, просили собачек посмотреть. Dogecoin, Dogecoin, как его только не называют. Но всерьез ее торговать это вообще не стоит. И анализировать как-то, и прогнозировать, это просто казино. Ее пампит. Ну, из последнего что можно отметить? Идет памп, затем падение, на сколько тут? Процентов на 30.
процентов на 30 падения. И продолжается движение. Сколько у нас здесь до следующего пампа? 20 дней мы стояли. Затем опять памп. После этого падение на 30%. Рост. И стоим. Сколько мы же стояли после пампа? Еще 10 дней. Затем мегапамп. И снова падение. Здесь падение, конечно, тоже 40%. И опять стоим. Ну, примерно на половине, да? И опять стоим. Недавно был памп на 1000%. Предсказать его невозможно, если не следить за этими памп-группами, за соцсетями и другими источниками, где это все организовывается. Был памп, опять мы падаем на 60% и продолжаем стоять. Что может произойти? Два варианта. Либо опять будем стоять и снова выше пойдем пампиться, ну, либо пойдем вниз и уже там возобновим пампы на более мелких ценах, как это было здесь. Памп, стоим. Вот пример, в принципе. Памп и упали почти до нуля. Здесь прогнозов делать никаких невозможно. Чисто казино, ставки. Что там? Не буду говорить название контор. Но это непрогнозируемо. Еще две монеты, которые тоже не особо стоит торговать. Первый раз их вижу. FIO и RIF. Давайте FIO посмотрим. Что это такое? Это монета, которая находится во второй, даже, по-моему, не во второй, это в 6-й сотне на CoinMarketCap. Вот смотрите, даже вот так вот посмотрите издалека на эту монету, что видите? Идет вверх и откупают, хвосты сверху. Этой монете не дадут расти. Эта монета просто как Dogecoin, пампится и вниз. Ну хотя бы Dogecoin наполовину, а это в ноль укатывается снова. Памп и опять в ноль и в минус. Торговать такое и прогнозировать, анализировать бесполезно. Просто наугад. RIF имеет не такую большую историю, история поменьше. Ну что здесь можно сказать, пока пампов здесь таких не видно, но просто из структуры здесь прошел импульс, коррекция и намечается импульс. Пока имеется дивергенция по объемам, объемы снижаются. Это говорит мне о том, что это пойдет вниз. Покупать это на долгосрок точно не стоит. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и удачной торговли. Всем счастливо!